Друзья, и вот опять мы продолжаем наше путешествие. В этот раз я продолжаю из Ванкувера и вдоль побережья Тихого океана едем в Калифорнию. Я думаю, что поездка займет где-то 4-5 дней и будет насыщена приключениями и разными интересными историями. Так что смотрите. Вот немножко народу в очереди на границу. Вон там еще видите за границей, за этой аркой. Так что через минут 10 я уже буду в Америке. Удачно проехали границу и сейчас уже подъезжаем к Сиэтлу. Как вы видите справа, это его космическая пика, известный монумент, по которому узнается город. И трафика еще много, но надеюсь скоро из него выскочить. Наконец-то проехали этот трафик и попали в маленький такой тихий рай. Это уже прямая дорога к Тихому океану. Сам штат Вашингтон и Орегон славятся своими огромными лесами с огромными елями, возвышающимися, там, я даже не знаю какой высоты, но человек 5-6 нужно их, чтобы обхватить. Я сегодня запланировал остановиться в парке, где могу вам показать эти могучие ели на берегу Тихого океана. Что продолжаем наше путешествие. На долгий день. Я доехал до сайта. Сайт просто замечательный. Это сейчас покажу вам. Мы находимся в полном таком уединении в лесу. И вот океан. Тихий океан. Тут каждому дереву, наверное, лет 500. Сейчас я переверну на другую камеру, чтобы показать. Вот такое дерево стоит, а его не обхватить никак. И прямо на моем сайте. И они все такие. Снимаками будет. Попробую заснять океан. Сзади меня Тихий океан. Действительно тихий, не шумит. А спереди меня стоят ели, наверное, по 300-400 лет. Они каждый, человек 5 нужно, чтобы обхватить. Смотрите на это могущество. Сам покажи высоту их. Здесь живут мои друзья. Такая сказка. Особенно вода. И вот у меня внизу тут обрыв такой достаточно глубокий, я бы сказал. И внизу уже океан. Не знаю, если будет тропа какая-то пройтись, надеюсь, будет. Но могущество этих деревьев и океана, конечно, поражает. Восхищает, точнее. Доброе утро, выспался просто блеск. Сегодня задача у нас доехать до Маунт-Шаста, где я останусь на ночь ночевать. Маунт-Шаста очень известна своим Paranormal Activity. И там есть одно такое святое место, куда я хочу прогуляться. То место, которое я останавливаюсь, сам парк, находится где-то в километре от этого места. Также я сегодня заеду в Смит-Рок National Park. Что-то невероятные глыбы, монументы камней, скал. Что-то, говорят, невероятное. Хочу посмотреть, заснять тоже. Ну, вот так, где-то часов 10 у нас пути. В эти камни мне заехать это лишние пару часиков, но я думаю, стоит таково.
А вечером уже окажусь в Калифорнии, в Маунт-Шаста. Так что давайте оставайтесь со мной. Посмотрим на еще один прекрасный день путешествий. Буду держать вас в курсе. Ну, спасибо этому парку. Очень красиво все. Поехали. Вы меня знаете, кофе с булочкой с утра это святое, так что остановился на гастейшн. Местечковый тут маленькая какая-то гастейшн. Вон кофе, вон булочка. День начинается. Очень такая симпатичная дорога идет вдоль гор. Вот справа океан. Не знаю, если вы увидите. Запах океана, естественно, запах деревьев. Дорога очень приятная, серпантинит. Такая еще прохлада, 15 градусов, но если тепло одеться, ты этого не чувствуешь. Это все заливы, которые идут в океан. Хочу сказать, что вокруг них собираются эти oysters. И очень много тут предприятий, которые не предприятия, а такие маленькие фабрички, которые их перерабатывают. Просто перекапывают заливки, которые вы видите, и достают oysters оттуда. Это захотелось oysters. И не нравится вид этой тучки. Ну, ладно. Тоже очень уникальный ландшафт, хотел запечатлеть, показать вам. Видно, что вода тут поднимается и опускается, поэтому деревья все выкручены из-за воды. И вот слева уже высохшие. Сзади горы в тумане. Это приливки миллион маленьких рек в океан, которые входят. Один из таких приливков. Сейчас немножко маленький дождик прошелся, вот так покапал. Ничего серьезного. Остановился показать красивый вид. Тут внизу факшер, тут разводят рыбу. Также марина. Горы и какой-то сухогруз. Его загружают. И городок красивый. Посмотрите, как деревья просто закрывают дорогу аркой, делая полную тень. И очень красивая дорога, когда поворачивает. Это так как туннель получается. Вот. Еще какой-то мостик впереди. Пейзажи очень, конечно, запоминаются, очень бросаются. Красивые. Слева горы у нас. Здесь очень ветрено, но очень красиво. Кроме того, что там гора, здесь внизу каньон. Вдоль всего этого побережья стоят рыбаки. Вот видите, машины везде, и везде рыбачат. Даже рыбы пахнет отсюда. А также вот справа вы видите такие как бы на пирс похоже. Это не пирс, это специальные столбы, которые вбиваются в воду, а потом с них снимают моллюсик. Маслс, ойстерс, вот этих всех морских тварей. Также иногда просто стоят столбы. Это уже не индустриально, а в личном порядке люди достают себе ойстер. А слева, посмотрите, какая красота у нас.
Скала отвесная полностью. Вид красивый, да. Так что Рыбаков я понимаю. Вот такой завод, правда, не вписался совсем. Запах очень такой соленой воды. И рыбы немного, я бы сказал. Запах рыбы. Вот такой вам еще один тур Вашингтона. Скоро мы из него уже выйдем, поэтому наслаждайтесь. Скоро будем в Портленд. Портленд — это Орегон, штат Орегон. Где границы, я не знаю, но думаю, что будет скоро. Вот видите, это столбы, про которые я говорил. Ох, вот эта гора из-за угла. Я не знаю, нужно знать, что за название, потому что она очень-очень высокая, выделяется везде. Я уже где-то на elevation, наверное, 2 километра. Вот там такая еще махина стоит. Надо будет подъехать, посмотреть. Надеюсь, буду мимо проезжать. Аппарат все приближается и приближается. Скоро будем... И вот эта гора уже так близко. Вот чудеса кинематографа. Очень поменялся климат и очень поменялась температура. Сейчас 35 градусов у нас. И от асфальта еще прет жарой. Очень жарко. Остановился, переоделся, чтобы подышать немножко. И вот лет такой степной, наверное, уже как бы. Скоро, ну не скоро, я не думаю, через часа 3-4 Калифорния уже начинается. У нас температура 40 градусов. Я заехал в какой-то стейт-парк и пойду купаться, потому что ехать уже не могу. Чем больше еду, чем быстрее еду, вместо того, чтобы освежать, наоборот, ушатывает. Вот остановился красивое озеро, птички поют. И пойду окунусь немножко, приведу себя в порядок. Такие у меня новости. Очень красивое место, но температура невыносимая. 40 градусов, это все-таки 40 градусов. Сейчас чувствую, как будто со скоростью еду 122. И как будто меня сжигает просто чем-то. Ну, такие места, чтобы посмотреть, нужно преодолевать такие температуры. Знаете, я тут есть даже Аризону напоминает, я бы сказал. Мы подъезжаем в этот парк. Наконец-то заняло часов 6, наверное, сюда ехать по жаре. Но, судя по всему, стоит таково. Вот сейчас я смотрю спереди красивые очень монументные горы. И действительно, формации какие-то очень странные. Не знаю, если вы это видите. Но в любом случае я еду туда, и вы увидите, когда я уже там остановлюсь в парке. Улетают красиво. Правда, есть на что посмотреть. Это я сейчас в сам парк не заехал. Вот такой у нас вид.
смак общества. Мы пришли в парк. Какая у нас красота здесь. Сейчас пойду погуляю. Полазию немножко посмотрим. Так, вроде селфи-стик работает. Вот пойду гулять в парк. Парк называется Смит Парк, Смит Рок Парк. И слово рок тут неспроста, потому что вокруг меня, как вы видите, красивейшая формация камней, монументальных же, не то чтобы гор, на английском место, на русском